Я нашел очередной Minecraft лаунчер Brilliant, который, думаю, станет для вас лучшим выбором. Я не понимаю, почему некоторые считают лучшими Prism Launcher, его форки, как тот же Yellow Prism, который от Prism ничем не отличается, помимо авторизации через Yellow Buy. В недавнем моем видео я оценивал несколько лаунчеров Майнкрафта, их удобства, плюсы и минусы, но знаете, кто там еще был и кто стал самым лучшим и удобным для меня лаунчером? XMCL Launcher. И это вовсе ни разу не реклама, мы с вами не продаемся. Самое удивительное, что об этом лаунчере я до этого не интересовался, ни разу им не пользовался. А тут по итогам моей объективной оценки он набрал 54 балла, занял первое место. И в этом видео я решил уделить ему отдельное внимание. Я вам расскажу, почему он оказался лучшим, какие в нем есть фишки и удобства, и почему ему стоит доверять. Все-таки мой канал больше об этом. И держу вас в курсе, ребята, этот лаунчер от китайских авторов. У нас, конечно, классные отношения, но мне еще далеко до финансирования Китая. Так что вот, тут нет рекламы. А и да, это Open Source проект, то есть он ничего не продает, а принимает только пожертвования. Напоминаю, что в этих видео я делюсь своим личным мнением и оценкой, а если у вас есть свое мнение, а оно у вас точно есть, вы можете поделиться им. У меня есть мой сайт Librium Hub, где мы с вами собираем все проекты Майнкрафта, спасибо вам за помощь, и там есть и XMCL с его описанием, фишками, отзывами пользователей и аналогами других лаунчеров, чтобы вы могли сравнить всю информацию и выбрать для себя лучшее. Гуглите в Яндексе Librium Hub XMCL или смотрите мое прошлое видео и залетайте в лучший каталог проектов Майнкрафта. Все, не буду больше тянуть, всем привет, меня зовут Эндендена и желаю вам приятного просмотра. Начнем сразу с самого интересного. Почему я говорю, что стоит выбрать этот лаунчер? Не знаю, как для вас, но для меня в первую очередь важна безопасность и доверие к тому, чем буду пользоваться, но без духоты. Этот лаунчер с открытым исходным кодом на GitHub — это хорошо. То есть мы заранее можем понимать, что он не будет делать никаких опасных для нас действий, ведь нам показывают все его внутренности. Большим плюсом также является активность в их проекте. Огромное количество релизов и много людей, которые предлагают свои исправления и следят за разработкой. И вы должны понимать, что открытый исходный код тоже не всегда безопасно. Если вам его показывает какой-то ноунейм челик в доказательство безопасности, ну вот есть вероятность, что среди тысяч файлов кода может быть для вас что-то опасное. А вы либо не будете проверять, либо просто не заметите этого. Я вам напоминаю про случай с опаснейшим вирусом Fracturizer, который несколько лет назад заразил множество пользователей через моды Майнкрафта на CurseForge. А ведь они проверяли каждый мод, но ничего не нашли. Ладно, давайте все-таки без паранойи. Я все-таки не хочу, чтобы вы после моих слов начали бояться каждого приложения. Я просто доношу до вас, что такое возможно, такое происходит, но это не так ужасно. Вирусы лечатся, компьютеры покупаются новые. Короче, явно здорово, что лаунчер open source, что также влияет на то, что он может долго существовать, даже если его основной автор пропадет, его похитят или он проиграет в казино, другие участники сообщества все равно смогут спокойно выпускать обновления. В итоге я оценил безопасность и доверие XMCL на 9 из 10 баллов, что является для меня очень высокой оценкой, ведь до 10 считать я не умею. Удобство интерфейса. Для многих важна обертка. Картиночки и светящиеся кнопочки, ведь не зря вы даже себе девайсы для ПК покупаете те, у которых есть подсветочка, а потом они оказываются говном. Короче, расскажу о UI, а фишки уже потом. И тут действительно есть на что посмотреть. Он выглядит определенно лучше, чем тот же Prism Launcher, который я хейчу из-за его неудобного интерфейса, который был сделан явно технарями, которые постарались, добавили в лаунчер много функций, что является большим плюсом, но в то же время является и минусом, так как перегружает весь интерфейс. Да, Prism точно стал лучше, чем его форк Multi-MC, на основе которого он сделан, если вы не знали. XMCL же с первого взгляда выглядит стильно, современно и просто сочно из-за его ярких цветов. Да услышат меня технари, которые готовы запускать Майнкрафт даже без GUI. Но я человек творческий, несколько лет даже работал веб-дизайнером, и мне хочется видеть живой и яркий интерфейс того, чем я пользуюсь. Извините, серости в жизни мне и так хватает, я живу в советской панельке. Я также высоко оцениваю интерфейс лаунчера Modern Tab. Там ребята также молодцы, очень стараются над удобным и красивым UI, который все остальные нагло копируют. Но вот сейчас понимаю, что найденный Brilliant XMCL совмещает и красоту интерфейса, Modern и функционал, все фишки Prism лаунчера. Причем в этом лаунчере нет никакой рекламы, он вам ничего не продает и не пихает мусор в экран. На это влияет факт из прошлого пункта, что этот лаунчер от сообщества для сообщества, то есть open source, и они в принципе не могут вам что-то продавать, как их загрызут, и в общем это плюс.
И кстати, в прошлом видео с оценкой я тут снизил балл лаунчеру за интерфейс, из-за того, что я не сразу нашел вход в раздел настройки сборок, меня обманул вид блока с описанием. Но не пересмотрел свое решение, это скорее заслуживает быть комментарием, но не чем-то критичным для списания. Так что вот знаете, я меняюсь, я к вам прислушиваюсь и еще буду обновлять оценку проектов в будущих видео. А вы напишите сейчас в комментарии, что уже сейчас думаете по поводу этого лаунчера, будете пользоваться? Хотя вы уже написали под прошлым видео, и мне безумно приятно, что для многих я открываю что-то новое и более лучшее. Итак, оцениваю удобство интерфейса на 9 из 10 баллов. Поддержка модификации и кастомизации. Что должно быть немаловажно для выбора вами лаунчера, так это поддержка и установка модов. Да, если любители ванилы, вам ничего лишнего не нужно. Я вам до этого советовал выбирать Modrins лаунчер, так как он простой, стильный, но вот только для лицензии, а вот Wix MCL... Черт, надоело это название, давайте просто назвать его как X-Launcher, так будет проще. А вот в X-Launcher также имеется офлайн режим, да и в остальном я теперь склоняюсь в его пользу. В плане модификаций тут все очень круто, я вам обещаю, что вам понравится. Имеется поддержка скачивания модов в один клик с платформ CurseForge и Modrient. Можно легко и просто скачивать и устанавливать любой контент, моды, текстуры, шейдеры, карты. При скачивании модов покажет необходимые зависимости, которые нужно установить, а в случае чего выведет сообщение с предупреждением. Имеется также импорт-экспорт сборок с поддержкой формата всех популярных лаунчеров. Modrient, Prism, CurseForge. При желании вы легко сможете сюда перенести свои сборки или поделиться ими с друзьями. По части остальных модификаций и кастомизации есть просто куча настроек и возможностей, как и в самой сборке модов, так и в лаунчере. Выбор ядра, управление памятью, директориями и прочее. Сами уже сможете почитать, кому это нужно. Отдельно отмечу, что тут имеется лог всех действий и запросов, что выполняются в лаунчере, что дает нам над всем еще больше возможностей и контроля. А при возникновении краша в сборке нам сразу выводятся все логи и предлагается обратиться к ИИ, предоставив ему лог ошибки. Дополнительное удобство. Возможности модификации и кастомизации я оценил 9 из 10 баллов. Обновление и поддержка. Как вы понимаете, с этим в лаунчере также все отлично. Сотни релизов, куча исправлений, интересных обновлений и новых фишек. Имеется команда людей, которые за ним следят и разрабатывают. Я повторюсь, что он open source, то есть он будет жить, его будут поддерживать и он никуда не пропадет, как если бы чей-то бизнес просто закрылся. В целом лаунчер и без этого выглядит как законченный продукт. Вам уже с головой хватит всего того, что в нем есть, чтобы с удобством и с кайфом играть в ваш любимый Майнкрафт. Оцениваю обновление и поддержку на 9 из 10 баллов. Простота установки и старта. Я по сути уже рассказал вам о всем интересном, из-за чего вы могли бы захотеть перейти на этот лаунчер. Правда, о фишках я вам расскажу в следующем пункте. И сейчас, значит, самое время рассказать о том, как устанавливается, все ли тут просто. Я рекомендую вам для вашей безопасности и экономии времени искать ссылки на официальные сайты для Майнкрафта на моем Librium с каталогом проектов. А то часто поисковики могут вам выдавать мусорную рекламу или скамерские сайты. Вы ведь этого не хотите? Ищите в поисковике нужный вам проект, к примеру, лаунчер XMCL, Librium Hub. Переходите оттуда на официальный сайт и качаете последнюю версию. Тут в целом никаких проблем не возникает, все качается легко и быстро, даже моментально. По пунктикам вам все объясняют, ничего лишнего не спрашивают, а при первом запуске даже проводят небольшой гайдлайн. Но, друзья, те, кто не использует лицензии, у меня для вас плохие новости. Ситуация такая, что в прошлом видео с оценкой этого лаунчера я свободно скачал и смог создать офлайн аккаунт. Это было пару месяцев назад. Сейчас же я вдруг заметил, что сначала нужно будет добавить Microsoft аккаунт с лицензией, а уже потом можно будет использовать офлайн аккаунты. Иначе вы даже можете создать сборку, но у вас будет всего 2 часа тестовой игры в мире, чтобы опробовать все это. Но спокойно это решается. Специально для вас среди GitHub версий я нашел ваше решение. Не пугайтесь, тут всего-то нужно читать и понимать нужные слова, которые значат название вашей системы. Качайте из ассетов, это все файлы, в том числе собранные установщики, которые прикреплены к релизу. Крайняя версия, которая поддерживает офлайн аккаунты, версия 0.62.0. Она-то вам и нужна. Качайте файл с названием win32x64appx. Это установщик, работающий для Windows. Я проверил. Для Linux качайте в зависимости от вашего дистрибутива. Если вы Linux поставили, вы явно умные. А яблочники, я думаю, у вас, черт возьми, должна быть лицензия. Mac себе смогли позволить, должны купить и лицензию, и эта проблема вас не касается. И поделюсь с вами фишкой. Когда вы создали офлайн аккаунт, вы можете обновиться до актуальной версии. По крайней мере, у меня это сработало при помощи нового установщика. Но в лаунчере также есть и функция автообновления. Уточню, что если у вас есть лицензия Minecraft, все работает отлично и без проблем. Оцениваю простоту установки и старта на 8 из 10 баллов. Списываю 1 балл из-за возникшей теперь небольшой проблемы с авторизацией офлайн аккаунтов. Да и у меня все-таки аудитория из СНГ. Уникальные фичи.
По части интересных фишек, из-за которых вы сможете сказать, вот из-за этого я пользуюсь именно этим лаунчером, тут имеется. По сути, опять же, наличие возможности скачивать моды как с CurseForge, так и с Modriant. Это действительно важно, так как каких-то модов может не быть на одной из этих платформ, а на другой они будут присутствовать. И при том все это можно использовать без лицензии Microsoft. И все вместе это большая редкость. Также здесь имеется возможность создания консольного сервера, для которого установится ядро, перенесутся именно серверные моды из вашей сборки в клиенте. К вашему сведению, такой сервер работает стабильнее и производительнее, хотя бы потому, что он не будет зависеть от вашего клиента. И система изменения скинов и плащей, если вы авторизованы через лицензию. Довольно приятная и удобная штука, как по мне. Уже можно не запускать официальный лаунчер для смены, как я это делал раньше. В итоге уникальные фичи X-Launcher 9 из 10 баллов. Итого, XMCL Launcher от меня получает 54 балла. По пятибалльной мерке оценка 4,5. Как я вижу, мы с вами понимаем друг друга. На Librium вы оценили его также на оценку 4,5. Но вот не понимаю, почему просмотров много, а оценок куда меньше, чем у Prism Launcher. Итак, все, что нужно знать об этом лаунчере, все, что знаю о нем я, вот оно, я вам рассказал. Надеюсь, для вас это видео было полезно, вы узнали что-то новое и нужное для себя. Если вам есть чем поделиться, чего не знаю я, пишите в комментарии, я все читаю. Также можете предлагать на оценку другие проекты и лаунчеры, сниму об этом отдельное видео. Залетайте ко мне в Telegram, чтобы первыми узнавать, когда там выйдет новое видео, что у меня интересного в жизни. По частоте выхода видео на YouTube вы сами можете судить, что у меня со стабильностью явные проблемы. За это я, ребята, перед вами глубочайше извиняюсь, пытаюсь исправиться, но у меня все держится на моем интересе и мотивации, которая нередко уходит в мои проекты. Вот в последнее время занимались платформой Librium, закончили, теперь буду выпускать для нее контент, то есть видео будут. На этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать, ставя лайки и подписывайтесь на канал. Меня зовут Ндендена. Я с вами не продаюсь. Всем удачи и до скорого.